Всем привет! Камила Валиева и Александра Трусова – уникальные спортсменки, которые любят фигурное катание по-настоящему и не стоят на месте. Когда повзрослела, стало интересно учить новые элементы. Это помогало усердно работать. И, конечно, обстановка на льду вдохновляет. Когда все кругом трудятся, хочется соответствовать. Сейчас помогает осознание того, что без этого тяжелого, порой изнурительного, труда не будет хороших прокатов, а значит, шансы на успех уменьшаются. Многие считают, что спортсмены суеверны. У меня никаких особых ритуалов перед выходом на лед нет. Просто нужно вовремя приехать на каток, хорошо размяться и растянуться, постараться сосредоточиться на своей программе и выступлении. Самый распространенный миф о фигурном катании, что это спорт для 15-летних и очень худых девочек. В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то места, события, люди вокруг. Самое сложное в спорте – уметь терпеть, рассказала Камила. Александра Трусова. Расскажу немного про подбор образов для программ, создание костюмов, про прическу и макияж на соревнованиях. У меня в жизни было много разных программ. Я люблю экспериментировать, учиться чему-то новому. Поэтому все программы отличаются друг от друга. Использована была разная музыка, и блюз, и рок, и классика, а также саундтреки для фильмов. Начну, наверное, с короткой первой юниорской программы Big Spender, которая мне очень нравилась. Платье было очень необычным, черное, бархатное с жемчугом. Юбка была не из сетки, как обычно, а тоже из бархата. В такой было сложно прыгать, и я специально много каталась в ней на тренировках, чтобы привыкнуть. В этом же сезоне у меня была произвольная программа под времена года Вивальди. Противоположность короткой, необычный для меня образ. Платье, наоборот, было невероятно удобным, я его очень любила. Следующая программа в пещере Горного Короля была второй короткой в моем первом взрослом сезоне. Сначала мне поставили программу под медленную музыку, которую откатала на шоу «Путь к победе». Тренерам не понравилось, и мы решили заменить ее на переулке Гюндгрига. После начали подбирать костюм, и Терри Георгиевна Тутберидзе предложила платье-трансформер. То есть я начинала катать в белом платье, а в середине меняла на черное. Это выглядело очень круто. Был случай, когда на соревнованиях не все кнопки расстегнулись и платье не поменялось. Что касается макияжа, то сама я начала краситься в 16 лет, равно как и делать прически. До этого придумывала и делала мама. Третий будет Круэлла. Программа, которую я очень хотела. Много раз пересмотрела фильм, замечая разные моменты. На прокаты шили тренировочное платье, к Гран-при сделали новое. На соревнования мы выбрали платье с газетой, один из костюмов Круэллы в кино. На газете были написаны имена моих собак. Однако потом поняла, что для 5/4 платье тяжелое, и стала кататься в том, которое было на прокатах. Красилась сама на все соревнования, посмотрела несколько фотографий Круэллы с разным макияжем и пробовала что-то сделать. Образ мне очень подходил, это одна из моих любимых программ. Четвертой программой будет «Игра престолов» и образ Дейенерис. В конце сезона мне сказали, что в следующем буду катать под «Игру престолов». Тогда как раз шел последний сезон, а я на тот момент ни одну серию не посмотрела. Дальше был 3-недельный отдых, за это время отсмотрела весь сериал, чтобы понимать сюжет. Первое платье было бордовым, очень красивое, но решено было сделать что-то более похожее на платье Дейенерис. В итоге было синее и тоже красивое. Даниил Маркович Глихенгаус говорил, что на некоторых снимках я внешне немного похожа на Дейенерис. Пятой программой, про которую я расскажу, будет Ромео и Джульетта. Всеми любимый образ злой Роб. Задумка на платье была очень интересная. Чтобы только на дорожку шагов по всем рукам открывались шипы, поэтому к первым 2 соревнованиям его не успели шить. Получилось в итоге очень необычно, но я открыла шипы только на одном соревновании и 2 шоу. Все-таки сложно в произвольной программе думать еще и о шипах. А на чемпионате мира в Стокгольме я вообще их отрезала, чтобы не мешали. Кстати, на чемпионате мира впервые сама заплелась на соревнованиях, маме туда нельзя было поехать из-за ковидных ограничений. Последней будет короткая программа этого сезона. Светлана Владимировна Соколовская и Никита Михайлов взяли Анси Беславида из тех 2, что я выбрала. Давно хотела кататься под французскую музыку и рада,
что программу мне поставили именно под нее. Костюм мы выбирали вместе со Светланой Владимировной, я предложила бордовый цвет, кажется, мне он подходит. Дальше попросила Ольгу Ребенко придумать дизайн платья, и она шила очень красиво. Макияж придумывала я в этой программе первый раз, использовала цветные, яркие цвета, не черные и не коричневые, тени. Так получилось, что весь образ дополняли фиолетовые сережки, розовые лезвия, бордовые чехлы. Это выглядело очень необычно и красиво. Все свои костюмы оставляю себе на память. В моей карьере было много разных и интересных образов. И все они очень индивидуальные, написала Александра.